Костя был младшим братом Виктора, у них была большая разница в возрасте, почти 15 лет. Родители умерли, когда мальчик был еще ребенком, и Виктор взял на себя всю заботу и о хлебе насущном, и о воспитании, и о том, чтобы у брата не было ни ночных страхов, ни пустых карманов. Он заменил Косте и отца, и мать. Жили они в старом родительском доме на окраине деревни. Скрипучие половицы, печка, которую Виктор всегда поддерживал теплой, и сад, за которым некогда ухаживала мама. Даже когда Виктор вырос, женился и обзавелся семьей, он не уехал далеко, остался жить в этом доме. Так получилось, что под одной крышей жили трое. Виктор с женой Леной, их дочь Тася, которая уже училась в городе, и младший Костя, который все еще ощущал себя ребенком, хоть и работал в местном автосервисе. Лена была энергичной женщиной с четкими принципами и не всегда мягким нравом. Ей нравилось шутить, и она часто говорила в шутку, что выходила замуж не только за Витьку, но и за его брата. Конечно, образно. Но под этой шуткой скрывалась правда. В доме всегда царили семейные обязанности, и Лена привыкла, что все должно быть аккуратно и по-хозяйски. Тася росла тихой, послушной девушкой. После школы уехала учиться в город и приезжала домой только на каникулы. В этом году ее приезд все ждали особенно. Она должна была приехать на Новый год, и Лена заранее покупала салаты по рецептам, которые обычно готовила только для особых случаев. Последний день декабря выдался холодным и ясным. С первой тряски солнце пыталось пробиться сквозь низкие облака, и окна небольшого домика тускло отражали белый покров. Но внутри было другое беспокойство. В доме не было елки. Лена с самого утра шумела на кухне, терла морковь, чистила картошку, считала мандарины, приговаривая сквозь зубы. Ее раздражение копилось, как пар в чайнике. «Витя, когда же ты с дивана слезешь?» — с нажимом спросила она по-домашнему взволнованным тоном. «Ты за елкой поедешь, или мне снова придется втыкать пластмассовую красавицу с блестками и макетными иголками?» Виктор, валявшийся на диване в гостиной, усмехнулся и поморщился. Он всегда умел отлынивать от дел легким сарказмом, но в этот раз в ответ у него было мало силы и энтузиазма. «Ленок», — начал он, — «давай поставим ту искусственную, да? Та, которую мы 3 года назад брали на рынке. Красивая же, и блестки, и все такое. Никто не заметит». «Ты шутника нашел, старый маневрщик», — с гневом и усталостью в голосе отозвалась Лена. «Ты же сам тогда настоял, что без настоящей елки жизнь не имеет смысла. Никаких искусственных, понимаешь? Дочка приедет, а у нас не будет пахнущей хвоей настоящего запаха дома и праздника. И к тому же ты должен поднять с дивана и Костика. Может, хоть в этот раз будет толк». Она ткнула пальцем в сторону маленького куста у печи, в шутку. Но в словах звучало искреннее разочарование. Прошлогодняя елка, срубленная на скорую руку, томилась в ее памяти как недоразумение. Тогда братья, встретив в дороге знакомого, углубились в разговор и почтили его самогон. Когда дошло до дела, до поездки в лес, уже было поздно. Они срубили первую попавшуюся елку у опушки, да еще и кривую, а дома, отрезвев, получили по рукам. Лена тогда приструнила обоих, и Виктора, и Костика. Не только словом. В этот год у братьев был шанс искупить прошлые проступки. Виктор встал, натянул теплые ботинки и сказал, что пойдет прогревать машину. Его нога немного подводила, он прихрамывал, еще от того случая, когда он поскользнулся осенью, и боль напоминала о себе в холодную погоду. Костя, в свою очередь, занимался последними приготовлениями. Укладывал топор в рюкзак, проверял веревки и прихватил термос с чаем, который заранее наполнила для него Лена. Еще она дала ему большую плетеную корзину и попросила набрать шишек. «Я повешу их на елку вместо шариков, вот увидишь, будет красиво».
В то мгновение, когда Костя уже собирался выходить, во дворе раздался глухой крик с пряностью мата, после которого послышались еще обрывки голоса. Лена выскочила на крыльцо в легком халате и тапочках, бросив короткую фразу, наполненную тревогой. Виктор с усилием поднялся со снега и, прихрамывая, вернулся в дом, опираясь на плечо жены. Нога, видимо, подводила окончательно. «Костик, тебе придется ехать одному», — твердо сказала Лена, подымая лед и прикладывая его к лодыжке Виктора. «Телефон у тебя заряжен, да? Не забудь его. Удачи тебе, с Богом, и не привози мне очередное недоразумение». Костя кивнул и вышел на улицу. Он был молчаливый парень, работящий, с умными глазами, в которых иногда пряталась детская наивность. Для него эта поездка была делом чести, доказать, что он может сделать все как надо. По деревне он ехал осторожно, стараясь держать в уме виды подходящих елок и представляя, как Лена похвалит его, если он привезет ту самую, высокую, ровную и пушистую. Дорога вела через старые поля и затем в лес. Снег был мягким, но глубоким, и бензин на машине шел экономно. Дорога из леса на трассу была вычищена, но местами подводила рыхлая колея. Он нашел свою елку, ровную, аккуратную, с идеальными ветками. Сякая от радости, Костя с топором в руке пробивался по снегу, ловко срубил дерево, подвел его к машине, плотно закрепил на крыше и набрал шишек у соседних елок. Терпение, сноровка, отличное настроение — все это было с ним. Уже возвращаясь на дорогу, ведущую на трассу, он услышал резкий звук торможения и чуть не сбил девушку в белой шубе, внезапно появившуюся на замерзшей дороге. Она была бледной и по виду промерзшей. «Вам что, жить надоело?» — невольно выкрикнул Костя, когда машина остановилась, и сердитость смешалась с испугом. Девушка растерянно отвечала: заблудилась, ехала к знакомым встретить Новый год, навигатор подвел, машина заглохла, телефон не ловит, и вокруг никого. Она объясняла все небольшими фразами, голос ее дрожал, но глаза были живые и ясные. Костя, видя ее состояние, предложил ей сесть в машину, налил ей горячего чая и сперва робко, а затем с ростом задушевности предложил встретить праздник в их доме. «Я отвезу тебя завтра, как только разберемся». Девушка согласилась. Ее звали Лёля. Разговор начался робко, затем расплылся в легкую беседу. Она смеялась громко и звонко, когда горячий чай согревал ее ладони, и рассказывала, что приехала из соседней деревни на аванс, но слегка заблудилась по дороге, решив, что короткий путь будет лучше. Так получилось, что Костя повез домой не только елку, но и незнакомку, ставшую за короткое время их гостем, а может и чем-то более важным. Еще до деревни они заметили на обочине двух маленьких детенышей, которые громко пищали. На первый взгляд это казались милыми тигренками. На самом деле это были хрупкие комочки меха, брошенные в сугробе. Лёля, не вытерпевшая, потребовала остановиться. «Если с мамой что случилось, они тут погибнут», — сказала она с таким всплеском сочувствия, что Костя не мог пройти мимо. Они договорились подождать какое-то время, надеясь, что мать вернется, но никто не появился. В конце концов Костя вышел, аккуратно взял малышей и, завернув их в плед, поместил в корзину вместо шишек. Так в их компании появились еще две живые игрушки, которые в ту ночь могли стать символом чуда. Дорога домой была длинной и напряженной, но мысли Кости уже не о елке были одни. Он размышлял о Лёле, о том, как забавно и нелепо все сложилось. Кто бы мог подумать, что один топор, одна корзина и один термос создадут столько новых связей? Приехав в дом, они вошли в теплую гостиную, где Лена, увидев елку, запричитала сначала от радости, а затем от шока, когда ей рассказали про незнакомку и о подарке в корзине. Резкая мысль: кто привез этих животных? Быстро сменилась заботой. Лена оказалась хозяйственной женщиной и быстро приспособилась.
котел с супом, теплое одеяло для Лёли, место у печки для малышей. Тася прибыла позже, когда узнала, что сестра будет дома, и что в доме еще и новые маленькие существа. Она, как всегда, была спокойна и приветлива, но чуть позже, в разгар праздника, глаза ее блеснули таким же нежным удивлением, как и у всех. В ту новогоднюю ночь дом наполнился разговорами, смехом и тихой тревожной заботой о найденных малышах. Все вместе они обсудили варианты: оставить на завтра уведомление в лесничестве, позвонить ветеринару и, главное, как провести ночь. Костя сидел рядом с Лёлей, и их разговоры становились все ближе и доверительнее. Она рассказывала о своей жизни, о том, как любит лес и тишину, о том, что часто ходит в походы и немного боится праздников в душных компаниях. Он делился детскими воспоминаниями о том, как они с Виктором росли, о том, как отец учил их рубить дрова, о том, каким простым было детство, несмотря на все трудности. Праздник прошел не так, как обычно. Вместо привычной суеты и нарядной гостиной в доме была другая, более теплая атмосфера. Еда, песни, рассказы — все это звучало мягче. Малыши, пристроенные в корзине у печки, мирно дремали. Кто-то обронил фразу «Вот тебе и чудо перед Новым годом», и в этой фразе было столько правды, сколько ни в одном поздравлении. Наутро, уже после праздника, когда первый теплый свет проник в комнату, Виктор, поправивший ногу и чувствуя ответственность, решил связаться с лесничеством и объяснить ситуацию. Там пообещали приехать и забрать малышей, если они действительно были дикими животными, и рассудили, что сначала их нужно показать специалистам. Вскоре приехали люди из службы, посмотрели на малышей и подтвердили, что те требуют ухода и реабилитации. Возможно, их придется передать в специализированный центр. Но до этого времени маленькие гости провели еще сутки в доме, окруженные заботой. Для Кости эта история стала началом другой главы. Лёля оставалась рядом несколько дней. Она не могла сразу поехать. Машина требовала ремонта, а дороги были скользкие. Они успели больше узнать друг о друге, и за это время между ними возникло нечто настоящее. Простая, теплая привязанность, основанная не на романтике мгновения, а на совместных поступках. Заботе о братьях меньших, о семье, о честности и ответственности. Костя, который всегда боялся показаться незрелым, чувствовал, что теперь способен взять на себя ответственность не только за елку, но и за тепло в чьем-то сердце. Дни шли, и маленькие события, кажущиеся сначала незначительными, складывались в картину будущего. Лёля помогала Лене разбирать старые коробки с игрушками, заново придумывая для них место на ветвях. Она рассказывала о деревенских традициях, о том, как в их семье принято было плести венки из еловых веток и оставлять у крыльца корм для птиц. Тася, приехавшая ненадолго перед началом семестра, устроила вечер фотографий и рассказов, и все вместе долго рассматривали старые снимки родителей и младенцев, вообразивших счастье, которого порой не хватало в их жизни. Постепенно отношения между Костей и Лёлей обрели уверенные очертания. Они вместе ходили по утренней деревне, чистили дорожки, помогали соседям с дровами, а вечерами пили чай у печки и говорили о мелочах, которые вдруг казались важными, о любимых книгах, о том, какой пирог лучше печь с корицей, о том, как выглядит идеальный рассвет над заснеженным полем. Их смех стал привычным звуком в доме, смех, который лечил и согревал намного сильнее свечи. Когда пришло время Лёле уезжать, всем было немного грустно. Виктор помог ей завести поломанную машину, а Костя молча подал ей плед и еще раз обнял, уже по-взрослому как равный. Лёля пообещала вернуться и прислать деньги на корм для малышей, если те останутся в центре. Обещания были сказаны искренне, и никто не сомневался, что они будут выполнены. Прошло несколько месяцев.
Лёля вернулась весной. Не только как гость, а как человек, который привез с собой планы. Она предложила устроить небольшое празднование в честь ухода зимы, посадить в саду молодую елочку, провести субботник у крыльца, пригласить соседей, а затем, что удивительно, она пришла к Косте и, слегка смутившись, спросила, не хочет ли он, чтобы их отношения стали чем-то большим. Он ответил просто «хочу». Это было все, что нужно обоим. На свадьбе, устроенной осенью в том же старом доме, где когда-то родители творили семейные праздники, были все. Виктор стоял рядом с братом и тихо улыбался, Лена, строгая и теплая, плакала от счастья, а Тася, ставшая уже серьезной и независимой, держала букет так, будто он был самой большой тайной. Лёля и Костя обменялись кольцами у елочки, посаженной ими весной, под низким осенним небом. Маленькие питомцы, спасенные зимою, к тому времени жили в реабилитационном центре, иногда приходили на особые визиты, и их встречи становились поводом для смеха и слез. История началась с обычной зимней поездки за елкой, но закончилась тем, что дом стал еще теплее, а сердца немного больше. Костя больше не был просто младшим братом. Он стал мужем, хозяином своего счастья. Лёля же стала той, кто принесла в дом не только свое тепло, но и напомнила всем, что доброта и внимание к чужому горю иногда меняют судьбы целых людей. А в углу стояла та самая елка, под которой собирались дети и взрослые, и запах хвои напоминал им обоим. Иногда маленькие поступки — самые большие подарки.